Каждый из нас обязательно занимается за инструментом не только в школе, на курсах, в колледже, консерватории, но и дома. Делать это можно как хорошо, так и плохо. В чем, на мой взгляд, заключается принципиальная разница, я расскажу в этом видео. Самостоятельная работа дома – это сложный процесс самовоспитания. Это развитие творческого подхода к решению ваших исполнительских проблем, проявление инициативы, умение планировать и анализировать свои занятия. Самостоятельно заниматься дома можно как хорошо, так и плохо. Или, давайте перефразируем, можно выделить два основных подхода к самостоятельным занятиям – ремесленнический и творческий. В первом случае ремесленнического подхода процесс работы над новым музыкальным материалом трактуется музыкантом лишь как преодоление текстовых и технических трудностей. При этом работа происходит хаотично, примитивно, так как чаще может проходить путем бездумного повторения. Накапливаемый опыт обобщается плохо, навыки накапливаются медленно, а время занятий используется неэффективно. Что касается второго подхода, творческого, то здесь музыкант ставит перед собой в начале работы над музыкальным произведением те или иные творческие цели. Например, использует метод внутрислухового предслышания своего исполнения. Учится сосредотачиваться в ходе занятий на решении конкретных технических и звуковоспроизводящих художественных задач. Учится критически оценивать свои действия и применять различные методы и подходы в работе. Музыкант творческого подхода выбирает из своей базы данных музыкально-информационных элементов музыкального мышления необходимые способы передачи выразительных средств, которые ему понадобятся для воплощения художественного замысла определенных произведений. И таким образом не ограничивается лишь решением текстовых и технических трудностей. Идем дальше. Самообучение – это достаточно своеобразный вид человеческой деятельности. Задача самообучения не только в том, чтобы овладеть новой базой знаний или расширить уже имеющиеся наборы практических умений и навыков. Здесь задача сложнее. Она состоит в том, чтобы выйти на принципиально новый интеллектуальный уровень и уровень духовной культуры. Самообучение, самообразование, саморазвитие требует от человека целого ряда качеств. Применение силы воли, наличие мотивации. Прежде всего необходимы целеустремленность, настойчивость в реализации своих когнитивных планов и намерений, необходима готовность к самокритичной оценке собственной деятельности, необходима способность анализа причин успехов и неудач, ну и, конечно же, необходимо постоянство. Важна и мотивация, которая, пребывая в динамике, в поступательно восходящем движении, будет вести человека от уровня простых потребностей, то есть каких-то интересов, влечений, запросов, к другим, более высоким и ценностно значимым потребностям. В этом и будет проявляться рост в выбранном увлечении, и не обязательно только музыкальном. Творческие биографии многих выдающихся музыкантов являются собой примеры достижения творческих результатов на пути именно самообразования, то есть посредством собственных усилий. Например, Генрих Густавович Нейгаус рассказывал, что с 11 лет он был фактически предоставлен самому себе. Сам себя учил. Давид Ойстрах, начиная с 15 лет, уже, как он писал, ни у кого не учился. Разумеется, слова «ни у кого не учился» не следует воспринимать буквально, ведь Ойстрах учился наблюдая, бывал на концертах, слушал записи, общался со своими коллегами и так далее. Игорь Федорович Стравинский также делился подобным. По его словам, горечь и обида, сопряженная с его музыкальными занятиями в детстве, постепенно накапливалась в душе, пока, это примерно в 25-летнем возрасте, он не освободился от них. Он это описывал так, цитирую: «Что же касается моих детских лет, то это был период ожидания момента, когда все и вся, связанные с ними, то есть занятия музыкой, я смог бы послать к черту». Но в самостоятельных занятиях есть одна очень интересная способность, которую легко потерять. Это самоконтроль. Самоконтроль необходим во всех видах музыкальной деятельности. Объектом самоконтроля музыканта-исполнителя является
сопоставление, то есть сравнение его художественно-исполнительских намерений с его практической реализацией. Что это значит? Вы контролируете, как правило, звучание, то есть инструмента или вашего голоса, тембродинамические характеристики, вы контролируете ритмическую сторону вашего исполнения и, в принципе, весь комплекс выразительно-технических приемов и средств, которыми вы воплощаете интерпретаторскую идею произведения. Самообучение без этого строгого контроля за ходом и результатами работы просто теряет смысл. Ваша деятельность за инструментом без подобного контроля превратится в разного рода автоматизмы. А где автоматизм, там и дальнейшая потеря интереса. В нашем случае потеря интереса к занятиям. Вот и все. Сергей Васильевич Рахманинов, имеющий славу всемирно известного композитора и пианиста, также все время был в состоянии творческого поиска и самоконтроля. Цитирую его слова. «Я делаю успехи, но право же, чем больше играю, тем больше вижу свои недостатки. Вероятно, никогда не выучусь, а если выучусь, то накануне смерти разве. Всю мою жизнь почти я не ощущал покоя из-за самонеудовлетворения. Раньше, когда сочинял, мучился от того, что плохо сочиняю. Теперь от того, что плохо играю. Внутри себя ощущаю твердую уверенность, что могу делать и то, и другое лучше. Этим и живу». Но все же есть и обратная сторона медали. Ведь если талант Рахманинова помогал ему выходить из подобных кризисных состояний и все же создавать шедевры, то для людей меньшего таланта подобная заниженная самооценка, если вы подобное за это принимаете, может для них являться серьезным психологическим тормозом в их деятельности. Здесь вы уже самостоятельно должны выбрать свой путь. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!